Здравствуйте, меня зовут Дарья Лосик. Мой муж Игорь Лосик, консультант «Радио Свобода», был задержан 25 июня прямо у собственного дома в Барановичах. С тех пор ни я, ни наша дочь Паулина, которой нет еще и 2 лет, ни его родители его не видели. Моего мужа обвиняют по уголовному делу, по которому проходят Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец и десятки других людей. Игорь ни в чем не виноват. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Абсурдность обвинения понятна абсолютно всем. В этот день Игоря даже не было в Гродно. Вместе с тем, после задержания мой муж находится под стражей. Сначала в СИЗО-1 на Володарского, в августе его перевели в тюрьму номер 8 в Жодино. Все это время Игорю сознательно создают нечеловеческие условия, переводя из камеры в камеру, лишая его писем и прессы. Доходит просто до абсурда. Как только у него появляется телевизор, его специально переводят в камеру в подвале, чтобы антенна не принимала сигнал. Человека лишают даже пропагандистского источника информации, держа в информационном вакууме. Но в последнее время издевательства дошли до крайней точки. Используя угрозы и запугивания, Игоря заставляют оговорить себя и других людей, признаться в том, что выдает воспаленный мозг пропагандистов и следователей, оперативных сотрудников. При этом они сами не до конца понимают, в чем же должен признаться мой муж. В воскресенье у Игоря появился новый сокамерник с педикулезом, не прошедший санитарную обработку, 6 раз судимый. Сегодня же моего мужа и его сокамерников перевели в новую камеру, в полуподвальном помещении. Размер этого помещения не позволяет сделать даже пару шагов по нему. Там можно либо сидеть, либо стоять. В дневное время прилечь запрещается под угрозой карцера. Делать без прессы и писем там можно только одно – смотреть в стену. День за днем в одну и ту же стену. Вместо унитаза в этой камере каменная дырка в полу, слив которой практически не работает. Умывальник неисправен, перегородок нет. Дырка эта прямо у окна выдачи пищи и глазка, в который заглядывает продольный. Окно в камере – это условность, затянутая листом металла. В самой камере жутко холодно и сыро, но передать Игорю теплые вещи не разрешается, так как, по мнению администрации, еще не сезон. Это просто жуткие условия вместе с отсутствием прессы, адекватных сроков доставки корреспонденции, угрозами в адрес самого Игоря и его семьи, меня, дочери и родителей, подрывают как физическое, так и психическое здоровье моего мужа. Говоря честно и прямо, для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающихся от скотских. Я, Дарья Лосик, жена политического заключенного Игоря Лосика, ответственно заявляю, моего мужа вам сломить не удастся. Игорь никогда в жизни не признается в том, к чему он не был причастен. Он никогда не подтвердит все эти пропагандистские байки и грязь, льющиеся на него с телеэкранов помоечных сайтов. Он никогда не оговорит ни себя, ни других честных людей, патриотов Беларуси. Усиливая давление на Игоря, вы своего не добьетесь, а вот перегнуть палку можете. Я заявляю, что вся ответственность за жизнь и здоровье моего мужа и отца нашего ребенка сейчас лежит на государстве, конкретно на руководстве Центрального аппарата Следственного комитета, которое предъявило Игорю нелепые по своей абсурдности обвинения, на руководстве Генеральной прокуратуры, которая спрятала голову в песок и ослепла, на руководстве Главного управления по борьбе с организованной преступностью, которое мало того, что по воскресеньям бьет витрины, в рабочее время попустительствует давлению на ни в чем не винных людей, в том числе на Игоря, на следователях, оперативниках, прокурорах, которые жмут плечами, разбрасываясь где ни попадя фразой «Вы же все понимаете». Я не понимаю. Я отказываюсь понимать. Я требую. Я требую прекратить давление на моего мужа. Я требую освободить его из-под стражи. Я требую прекратить это издевательство над ним и нашей семьей.